Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Вот и прошла еще одна неделя, а это значит, есть повод нам с вами встретиться. В подобных видео я вам рассказываю и показываю, как прошла моя вязальная неделя. Но в самом начале я хочу всех своих тезок поздравить с Днем Ангела. Сегодня 25 января, и в России этот день знаменуется как Татьянин день. И все Татьяны отмечают День Ангела. А если среди моих зрителей есть еще и студенты, то вас я тоже от всей души поздравляю с Днем студента. Желаю вам успехов и побед. Когда я была студенткой, а студенткой я была на протяжении 9 лет, потому что я закончила сначала одно учебное заведение, потом другое, и 25 января я всегда отмечала двойной праздник. И Татьянин день, и День студента. Ну а теперь про вязание. В позапрошлом влоге я просила у зрителей совета, чтобы вы посмотрели со стороны, может быть, дали бы мне совет по моему проекту, который я вяжу из пряжи, которую мне подарила Ирина Брандт к моему юбилею. И почему-то, увидев эту пряжу, у меня сразу же возникла идея вязать крючком, мотивами. И я очень быстренько начала вязание вот этого жакета. Но да, отвязав определенную часть, я поняла, что пряжи мне не хватит. Мне помогала Люда Прижевская в покупке недостающей пряжи, но когда пряжа приехала, оказалось, что это совершенно другая пряжа, как мне уже объяснила потом Ирина Брандт, что разное сырье, поэтому так и получилось, что пряжа разная. Она и по виду, и по цвету оказалась совершенно другая у одного и того же артикула. Многие мне писали, что надо продолжать вязать, кто-то говорил, что нужно распустить и перемешать эту пряжу. Вот отвечаю всем вам. Во-первых, большое спасибо за ваши советы. И что же я решила с этим проектом? Если бы можно было бы распустить, да, но хотя вот знаете, честно скажу вам, вот когда отвязана такая большая часть здесь и передние детальки, то как-то, знаете, распускать в ноль совсем не хочется. Но дело в том, что если бы надо было, вот, то, наверное, может быть, я и стала бы распускать, но эту пряжу распустить невозможно. Если кто-то из вас вязал из мохера, например, да, то вы представляете, как возможно распустить пряжу из мохера. Также эта пряжа, ее распустить невозможно. Она очень цепляется и рвется. Вот эту еще я с трудом распускала, вот эту вот, а которая новая пряжа, она у меня вообще обрывается, нитка. То есть мне нужно было распустить какой-то мотив, и обрывается, и просто жалко. Вот вы знаете, то есть выбрасывать такие куски пряжи или постоянно связывать, конечно, желания нет никакого. Распустить невозможно. Если довязывать дальше, как многие заметили, я не знаю, как это сказать, страдаю, не страдаю, но у меня есть такое в моем характере. Я люблю, чтобы изделие выглядело без сучка и без задоринки. Поэтому, если я буду довязывать, то получится, особенно вот посмотрите, например, да, вот здесь у меня, видите, вот эта часть, это спинка. То есть вот здесь, то есть я буду довязывать, и у меня в зоне лопатки будет такое белое пятно, потом рукава и отделка, и это будет, ну, это будет пятнами выглядеть. Я, как многие заметили, что я такое носить не смогу. Я проконсультировалась с Наташей Фадеенко, как мне тоже писали в комментариях, чтобы я спросила у профессионалов, потому что как бы девочки, которые работают с пряжей, которые красят, они как бы должны это все знать. Мы с Наташей поговорили, она сказала, что невозможно ничего сделать, чтобы сделать один белый ровный цвет. Этого не будет. Если, например, связать
да, вот как есть, и добавлять потом. И, например, покрасить, хотя у меня вообще не было такого. Мне нужен белый жакет. Я не хочу его ни в какой другой цвет красить. Но, например, если можно было бы связать и покрасить, то тоже было бы пятнами. Наташа сказала, что есть какая-то там техника. Она мне присылала даже фотографии. Какой-то ледяной, что ли, что-то, ну, в общем, со льдом что-то связанное. Но у меня нет и никогда не было желания и вообще мыслей окрашивать. И вы знаете, если вообще говорить на чистоту, то очень много канители вокруг этого изделия получается. Во-первых, сначала пряжу я искала, да, с таким трудом не искали. Потом тут еще, если окрашивать, золотой жакет выйдет. Вот, поэтому сейчас что я решила, какое я решение сейчас принимаю? Сейчас это изделие идет в заморозку. В заморозку. А дальше, да, то есть как бы, а дальше будет видно, как и что. Но на данный момент это изделие будет, вот я его сейчас вам показала, и я его убираю. Распускать я не буду. Нет, вот, ни в коем случае. Вот, ну, как бы есть решение, но нужно будет подождать, поэтому пока я ничего говорить не буду по поводу этого изделия, пока это решение действительно не решится, уж извините за тавтологию, да, то есть, которую я использую. Поэтому сейчас я его убираю, очень хорошо я его уберу в специальный zip-пакетик с zip-застежкой. И немножечко нужно будет подождать, и я обязательно к этому проекту вернусь. Я вам говорила, что я вяжу кардиганчик, кофту. Вообще, как бы, да, я так сказала сама себе, кофта на пуговицах. Очень красивым узором. Вот такой узорчик, конечно, сейчас это все... Вот так вот он расправится. Посмотрите, как он будет классно смотреться. Я связала спинку. Я связала полочку. Вот у меня связана полочка. Конечно, все такое, ой, кудрявенькое. Вот у меня. Так. Вот полочка. Вторую полочку я тоже начала вязать. И я думаю, что за воскресенье я ее свяжу. Рукава у меня будут без рисунка. Они у меня будут связаны изнаночные. Я хочу, да, здесь же на изнаночной глади узор. Поэтому рукава я хочу просто изнаночной гладью связать. Без всякого. И здесь у меня будет еще отдельно планочка привязываться. Вот V-образный вырез. Очень нравится, очень нравится. И хочется, конечно, это изделие максимально продвигать. Вот оно у меня все отдельными деталями. Здесь я буду делать вточной рукав. Я соскучилась по этим изделиям. Давно уже я не вязала. Снимаю мастер-класс на это изделие. Вот. Поэтому ожидайте. Все будет. Только чуть попозже. Я думаю, что получится очень классное изделие, потому что в таких изделиях я даже и летом иногда надеваю такие изделия. Посмотрим. Мне еще пуговки надо заказать. Я себе положила в корзину несколько вариантов, поэтому мне еще нужно будет заказать пуговки. Хочу, чтобы они были вот светлые, какие-нибудь, может быть, что-то с перламутром, чтобы было. Может быть, даже придется два варианта. И очень многие мне писали, очень понравилась идея с тем, что я начинаю вязать плед. Я вам показывала в прошлом влоге, что я замахнулась на очень большую работу. Буду вязать плед в мозаичной технике. И я сама для себя, как бы, да, то есть так немножечко посчитала, потому что все-таки большое количество петель. Плед будет вязаться в высоту тоже очень там много рядов, 477. Я так прикинула, если я буду провязывать хотя бы 6 рядов в день, то где-то за 2 месяца я
возможно, справлюсь с этой работой. Скажу честно, что плед, вот если бы, наверное, не другие процессы, я бы, наверное, вязала бы только плед. Очень такое заманчивое, очень заманчивый проект. Вязать его хочется постоянно, наверное, именно потому, что там узор, и хочется побыстрее увидеть, как же этот узор будет выкладываться, как же он будет смотреться. Но я ушла вперед своего плана и связала больше, чем планировала. Вот сегодня 9-й день, как я начала. Я начала в прошлую пятницу вязать этот плед. Сегодня 9-й день, я сегодня еще, скорее всего, буду вязать это изделие. На сегодняшний момент я отвязала 84 ряда. В общем, я герой. Вот, посмотрите. Вот высота. Ну, это где-то полметра я уже отвязала. Здесь уже начинает вырисовываться картинка того, что я вяжу. Так, вот половинка и вот вторая половинка. Я вам сейчас вставлю видео, чтобы я его расстелила на полу, и покажу вам, что сейчас. Ну, это вот самое-самое начало. Я вам покажу, как сейчас выглядит эта часть отвязанного пледа. Постелила вот сюда этот плед, вы увидели. Вязать его, конечно, одно удовольствие. Проект очень заманчивый. Действительно, то, что на нем очень красивый узор, и интересно, как этот узор будет выглядеть, поэтому, наверное, хочется его вязать. Когда я прихожу с работы, именно вечером я беру вот вязание пледа и себе говорю, вот 6 рядов. Но был какой-то день у меня четверги очень тяжелые. В четверг я вообще связала только 4 ряда. У меня ужасно разболелись глаза к вечеру, потому что у меня очень много уроков. И я 4 ряда связала, и все. Но накануне я в среду связала 8 рядов, поэтому я компенсировала. То есть как-то вот в будни все равно вечерами у меня так и получалось по 6 рядов. Больше получается вязать в выходные. Тем более у нас вторые выходные подряд мороз. В эти выходные еще сильнее мороз. Сейчас я вам хочу показать. Как раз ходила гулять сегодня. О, как красиво в лесу. Друзья, вы любите зимнюю сказку? Я вас приглашаю в зимний лес. У нас мороз. Вот даже все замерзло, ресницы слипаются от мороза. Но так хорошо гулять. Ветра нет, поэтому гулять очень хорошо. Ну, я и одета тепло. И такая красота, тишина, только птички. И все. Сосны и деревья. Кому хочется зимы и не хватает снега, вот посмотрите, какая у нас в этом году зима. Зима, конечно, настоящая, и с морозами, и с обильными снегопадами. Но это лучше. Пусть зимой все выпадет, нежели чем весной. Когда падает снег, как-то это не очень приятно. Также я говорила о том, что у меня в планах начать проект из пряжи ручного окрашивания, которую я получила в подарок от Марины.
своего спонсора. И я подбирала мохер, чтобы вязать было, да, несложно. У меня есть еще 4-й пасма, но я ее не перемотала, она пойдет к самому верху, поэтому я не тороплюсь. Мне самое главное, чтобы были вот эти 3 цвета перемотанные. И когда я снимала, показывала на камеру вот этот мохер, я увидела уже через камеру, да, что он хорошо подходит к обоим этим моточкам. Поэтому он такой какой-то синий-фиолетовый, поэтому его я буду использовать и здесь, и здесь. У меня встал затык именно вот с этой фуксиевой пряжи, потому что, как оказалось, фуксиевый мохер найти не так-то просто. Я сразу же на маркетплейсах посмотрела, нашла моточек Мидара. Пряжа какая-то латвийская, наверное, или литовская, или латвийская, я уже сейчас не помню. Я заказала моточек фуксиевого цвета, но мне пришел совсем не фуксиевый цвет. Он даже и не сиреневый, не лавандовый, какой-то такой темно-сиреневый такой цвет. Мне он абсолютно не нужен, потому что сиреневый мохер у меня есть. Вот такой вот. И я буду его использовать. Ничего я уже не буду покупать. А вот фуксиевый найти оказалось сложно. Я стала смотреть, нашла от Газал мохер, но он продается или 3 мотка, или 5 мотков. Мне, конечно, не нужно. Я не хочу, чтобы это все потом лежало. Тем более я не знаю, какой это мохер по качеству, какой он вообще, понравится ли он мне. Я обратилась к Оксане Гуликовой, чтобы она мне подобрала мохер нужного цвета. Оксаночка мне нашла, и я жду, когда ко мне приедет этот мохерчик. И вот тогда я вам все покажу. Как приедет, так сразу же и начну. Может быть, даже и хорошо, что немножечко мне нужно было поискать этот мохер. Потому что ведь если бы я все нашла сразу, я бы не смогла удержаться. И начала бы еще и этот проект. Тогда я бы, может быть, и не вязала бы так быстро плед. Он бы у меня не вязался. А тоже хочется. Все это хочется. Поэтому я как раз успею вот эту кофту закончить, кофту-кардиган. Я думаю, что она мне совсем скоро будет в разряде готовых. И начну проект вот этот с пряжи ручного окрашивания. А еще у меня в планах вот из этой пряжи, которую мне Люда помогала доставать, у меня 3 мотка. И я хочу эту пряжу сочетать с другой, связать себе джемпер крючком. Давно я уже увидела узор, там 3 цвета, но мне нужно поискать, с какими цветами совместить. Сначала я хотела совместить, вот это у меня же целая бобина пряжи Гармони. Ну, белый хорошо сочетается с разными цветами, но у меня нет третьего. Что третье сюда можно было бы добавить? Что-то мне сейчас как бы на ум не идет. Или какой-то розовый, если. Светлый розовый у меня есть. В общем, не знаю. Еще у меня есть бирюзового цвета ягненок, но я его перематывала. Я сейчас не помню, во сколько нить я его перемотала. Если в 4, то не подойдет по толщине к этой пряже, потому что я ее буду вязать в 2. Но чтобы она тоже не лежала, хочется ее тоже использовать, потому что она очень мягкая, шелковистая и теплые такие изделия. Еще до марта месяца, как правило, да, мы еще теплые изделия носим. Вот надо вот эти все коробочки пересмотреть, что у меня там есть. Что-то, может быть, интересное и найдет. Вот так прошла моя вязальная неделя. Проекты продвигаются. Думаю, что кофта на пуговицах, кардиганчик скоро придет к стадии завершения. Очень надеюсь, что мой плед также будет хорошо продвигаться и дальше. По крайней мере, я на это очень надеюсь, что будут появляться и новые интересные проекты. Еще я заказала себе пряжу, но об этом, обо всем я вам расскажу на следующей неделе. Поэтому я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.